Счастье, счастье, счастье летит моим любимкам. Раки, летит вам счастье, и мы его запускаем вместе. В 23-й год вместе запускаем счастье. Все, кто со мной, обязательно поймают счастье. Не за хвостик, не за перышко, а вот так. И это счастье мы с вами пронесем в течение всего года. Обязательно, взяв его очень крепко, не предавая своей души. Вы – это душа, моя душа. Не моя душа, я тебя не предам. Вот таким образом все в течение 23 года будет складываться. И сейчас мы подробно посмотрим транзиты, которые предстоят в 23 году по знаку зодиака Рак. Итак, конечно, начну. Да, вы управляемы Луной. Луна – это светило, это не планета. И смотреть транзит Луны – это не за что ухватиться, потому что каждый день, не месяц, каждый день Луна делает день-два транзит, день-два транзит. Поэтому, конечно, опираясь на эти события, мы сделаем другую аналогию. Транзиты, которые будут в вашем знаке происходить. И начинается этот год с ретроградности Меркурия. Безусловно, конечно, от чего зависит моя душа? От чего мое душевное состояние зависит? От чего? Конечно же, от Меркурия. От моих мыслей, что я думаю, моя душа и переживает. Поэтому, конечно, мы начинаем с вами с Меркурия. Меркурий начинает год и заканчивает год одним и тем же транзитом. Это просто блестящее положение. Начинает ретроградностью в Козероге и заканчивает точно таким же ретроградностью в Козероге. И вот такое положение сразу, вот оно, знаете, сразу обозначает год. Чем обозначает год? Что качество мыслей будет приземленное, основательное, ответственное. Мои слова не расходятся с делами. А когда слова не расходятся с делами, моя душа спокойна. Я свою душу не предаю. Я ее не подставляю. Когда ты назначил определенное время, и ты приходишь к этому времени, но бывает, что ты опаздываешь, ты предупреждаешь, ты все сделаешь для того, чтобы прийти вовремя, но если сложились какие-то обстоятельства от тебя независимые, ты предупреждаешь, ты не предаешь себя, потому что ты сделал, если что-то где-то и не совпало, ты свое дело сделал. Если ты о чем-то договорился, ты должен это выполнить, ты должен это сделать так, как ты сказал, то есть соответствовать. Это вот оно сразу, год начинается с того, что он тебя берет вот таким образом от Меркурия до Меркурия. Тем более Меркурий ретроградный. Ретроградный Меркурий очень сильный. Это такой контролер, а еще и в Козероге. А ретроградный, а ну-ка вернись и все проконтролируй там. Вот так тебя говорит. Если ты не следуешь этому правилу, ты постоянно себя предаешь. Моя душа вот неспокойна. Я не закончил, я не сделал, я обещал, у меня не получается. И ты это свое состояние постоянно подвергаешь вот таким вот колебаниям. Поэтому, конечно, я тебя не предам, моя душа. Сделает 4 ретроградности в этом году Меркурий. Это, как правило, либо 3, либо 4 ретроградности. Много, конечно, 4, но тем не менее это отнесем к тому, что Меркурий быстрая планета и в основном делает 3 или в основном 4. То есть, конечно, это будет определенная нагрузка для этой планеты. Она нести в себе будет очень много информации. Самый пик и острие транзита Меркурия будет в июле месяце. И Меркурий будет находиться, а это ваш месяц. И Меркурий будет находиться там в знаке зодиака Лев и сделает транзит к себе домой, к Деве. Но
Суть этого транзита в том, что каждый день, через день, каждый день Меркурий будет делать аспекты. Естественно, в этом месяце мы с вами что-то очень эксклюзивное услышим, узнаем, о чем-то нас оповестят, либо мы сами о себе что-то заявим, мы сами о себе что-то узнаем, мы сами о себе заговорим. То есть очень активный будет информативный поток. И этот поток Меркурий в Деве он у себя дома, а во Льве он прекрасен, он с короной на голове. И этот поток, конечно, получим от которого большие позитивные, информативные сообщения. То есть мы что-то услышим глобальное, значимое для твоей жизни. И очень активен будет в июле месяце. Конечно, подробно будем об этом транзите говорить уже ближе, конечно, когда будет этот транзит. Это по поводу Меркурия. Ну и, конечно, прекрасное, чудесное, замечательное событие для вас, мои любимые. Это Лилит. Куколка уходит. Уходит от вас в начале года, 8 января. Все, делает транзит. Вы будете это чувствовать. Она настолько вас раздражала. Сами по себе раки абсолютно не сплетники. Абсолютно не наговорить, подговорить, что-то сделать. Это вам так не в характере, потому что ваша душа не справляется. Даже если где-то ты что-то хочешь сделать, твоей душе так нехорошо, делая туда нехорошо, ты еще больше нехорошо получаешь на свою душу. Поэтому, конечно, Лилит, которая на эти дела провоцировала, вы будете чувствовать, когда она сделает транзит и покидает этот ваш знак, то вы, конечно, будете чувствовать, что вот как будто бы отвязались от какой-то или от каких-то знакомых, подруг, соседей, окружения, вот как будто что-то сбросили. И что стало легко моей душе? Душа, я тебя не предаю. Вот тоже плюс положительный к тому, что, конечно, это событие для вас будет тоже очень значимое. Но Лилит, да, сделает транзит, она уйдет в знак зодиака Лев. Для вас это останется второй сектор, финансовый. И здесь, конечно, тоже очень внимательно и аккуратно в течение всего следующих 9 месяцев, на 9 месяцев уйдет Лилит к Львам. И в течение этого времени внимательно и аккуратно все, что связано с финансами, пересчитать, подумать, посмотреть. Все, что связано с партнерством, все, что связано с финансами, могут быть тоже очень заманчивые предложения. Ой, в банке я возьму ссуду, такая хороший процент, все взяли, через месяц говорят, поменялось так, вот такой процент. Мы не договаривались, ну вот произошли изменения, произошло то, вот у нас сейчас такие условия. Нет, мне эти условия не подходят, тогда возвращайте всю эту ссуду. Так эту ссуду я уже потратил. То есть очень аккуратно следите за вот такими путаницами, которые могут след оставить после себя Лилит. Следующее смотрим. 25 марта до 25 марта Марс. Марс – это энергия. И энергия, которая, когда появляется Марс в раке, он придает вот эту суетливость. Она не нужна, это лишняя энергия. Она придает вот такую тревожность. До 25 числа Марс будет находиться в знаке зодиака Близнецы. Тоже там он такой активный, делать, действовать. И теперь переходит в знак зодиака Рак. Этот транзит Марс с 25 будет у вас. И энергия добавится. Вам немножечко как будто бы расправите плечи. Оно станет вроде легче, но от этого и получите такая немножечко суетливость ненужная. Поэтому не брать сразу 10 дел каких-то делать. Мне еще подработку дали, я еще там пойду подработаю. Ой, а вечером я еще отчет какой-то буду делать. А я еще... Не набираете, вы думаете, что у вас появляется много энергии. Вы думаете, что вы можете это все на себе тащить. Нет. Это иллюзия. Иллюзия. Не набирайте на себя много ответственности. Вы много на себя берете и тащите. Марс, находясь у вас,
еще находясь у вас, сделает чудесный секстиль, это очень гармоничный аспект, с Ураном. Уран находится в Тельце. Марс – мужская энергия. Уран – мужская энергия. К Тельцам там управляет Венера. Соединяется женская, не соединяется, секстиль делает, гармоничный аспект делает к Урану, который находится под управлением Венеры. Марс, Венера, Уран, случайно, неожиданно, вдруг. Прекрасное, чудесное, качественное знакомство. Романтические отношения. Внезапно, случайно, прекрасно, чудесно, хорошая продажа, хорошая сделка. Финансовые поступления. Удачная сделка. Удачное знакомство. Неожиданное знакомство. Случайное. Пополнение. Пополнение. Тоже можете узнать, что вы станете родителями. Может быть, вы узнаете, что вы становитесь бабушкой, дедушкой. Такой статус появляется, другой статус появляется. Очень чудесный, шикарный аспект. Вот в этом случае пользуйтесь вот этой энергией Марса. Дальше что у нас? Ну, Юпитер, конечно. Юпитер – это планета, которую мы все всегда с вами ждем. Юпитер у вас будет проходить по дому статуса. Поэтому очень-очень вероятно, что многие раки в 2023 году статус приобретут, поменяют свой статус. Да, вы жили, семья, вы становитесь, узнаете, что вы становитесь бабушкой-дедушкой. Да, у вас была семья, вы узнаете, что вы становитесь вновь родителями. Или только первый раз становитесь родителями. У вас меняется статус. Вы работали себе в отделе, кто-то ушел, кто-то на пенсию, кто-то уволился, кто-то как-то, какие-то передвижения, вы становитесь ответственным за начальником какого-то отдела. Статус меняется. Ты сегодня был студент, завтра ты заканчиваешь, ты становишься работником. Где-то куда-то в компанию ты уже совсем другой статус у тебя. Сегодня ты студент, завтра ты на практике и остался на практике, тебя забирают и ты работаешь. То есть смена идет статуса. И такая смена статуса это очень основательная. Вы будете чувствовать, если вы где-то на съеме жили, вы купили квартиру, и это теперь вы собственник. У вас есть своя недвижимость, вы собственник своей квартиры. То есть такая глобальная смена статуса и очень положительная. Оно расширяется, потому что это будет делать Юпитер. А Юпитер – это планета, которая ведет тебя, которая тебя мудростями, философиями жизни наполняет. То есть ты под руководством и присмотром Юпитера ты совершаешь определенные правильные шаги в своей жизни, потому что именно под управлением Юпитера проходишь по этому сектору. Следующее, что у нас 7 мая транзит к вам делает, тук-тук-тук делает Венера, заходит к вам. И уже 7 мая зайдет, а 13 мая эта Венера, которая находится у вас, она сделает чудесный, прекрасный, замечательный трин к Сатурну, который будет уже находиться, сделает транзит, будет находиться в другом знаке. Итак, Венера делает к Сатурну. Это очень-очень важное, качественное знакомство. Это не флирт, это не романтика, это не увлечение, это очень качественное знакомство. Те, кто еще не в паре, те, кто в поиске. Очень важное, это статусное, это значимое, это может быть человек, кто-то старше возрастом. Я не говорю про гендер, мужчина или женщина. Это может мужчина быть старше, может женщина быть старше. Это может быть ваш кто-то начальник, кто-то руководитель, под чьим-то руководством вы работаете. Но что-то это и по статусу, и по возрасту человек значимый для вас. Такое может произойти чудесное знакомство, причем человек может быть постарше, но человек не властный, не командного характера, потому что Сатурн будет находиться совершенно в другой стихии. Следующее что? И Сатурн в этом году меняет знак, и Плутон тоже меняет знак. Сатурн меняет знак и
Об этом сделаю отдельное видео. Транзит наконец-то он уйдет из такой жесткой позиции, где он был и в Козероге, потом он находился в Водолее, он находился и там у себя дома. И, конечно, очень жал на какую-то ситуацию, зажимал, выставлял свои условия, выставлял свои правила. И Сатурн делает транзит. Энергия эта абсолютно будет меняться. Но для вас в большей степени будет, конечно, влиять транзит Плутона. Плутон тоже будет делать транзит. Это птица Феникс, которая возрождается. Всегда с 1 по 11 градус. Это самые сильные градусы любого транзита, любой планеты. И когда выходит уже с 21 до окончания, до 30 градуса, когда заходит в другой знак, выходит из этого знака, то есть. Поэтому вот эти первые градусы, где будет находиться Плутон, а Плутон это проходит у вас по сектору, где финансы, где крупные финансовые изменения происходят, где трансформации происходят финансовые, хорошие сделки, хорошие продажи, покупки, внести деньги, получить наследство, получить какие-то премии, бонусы, на которые вы можете, вы можете проходить какие-то судебные разбирательства с странами, с структурами, с министерствами, с какими-то вышестоящими органами, с государственными органами. И вы получаете очень хороший результат, вы получаете очень хорошую компенсацию. Кто-то по состоянию здоровья, возможно, вам из-за неправильного диагноза, и вы судитесь с какой-то компанией, которой вы проходили лечение, вам неправильно установили диагноз, и вы понесли какие-то потери по здоровью, вы компенсации получаете. Это могут быть все, что связано, например, с учебой, ваш экзамен не засчитали, или вас отстранили, или вас каким-то образом невозможно, не был доступ к учебе, вы тоже можете здесь получить очень хорошие, и в том числе финансовые бонусы, вам оплатят какой-то курс и так далее. Это прохождение Плутона, это большая трансформация, но в то же время она несет в себе чувство любви, капитальные чувства, еще раз говорю, место флирту, каким-то заигрыванием, каким-то знакомством. Это вообще не про этот год. Он настолько для вас будет качественным, особенно те, кто в поиске. И, конечно же, это «я тебя не предам». То есть постоянно будете обращаться к своей душе. Не волнуйся, я тебя не предам. И это вам поможет сделать тоже так же Плутон, поможет сделать Юпитер и поможет сделать Плутон. Это трансформация, которая происходит на созидание. Вот настолько тебе некомфортно, ты чувствуешь себя одиноким, как-то тебе уже настолько, что тебя вот совсем тебе думаешь, что ничего уже такого не может произойти. И вот эта трансформация происходит. Каким-то вот таким волшебным образом ты находишься в то время, оказываешься в самом нужное время и в самом нужном месте, там, где произойти может такая великолепная, чудесная, капитальная, основательная, не поверхностная. Это очень серьезная встреча, с которой ты можешь устроить свою личную жизнь, кто в этом сильно заинтересован. Вот такой вот год. Сейчас я посмотрю, если что-то я еще здесь записала. На следующей стороне. Вот такой вот для вас получается год. Это, конечно, еще северный узел. Северный узел, тоже узлы. Это ось меняет знак, меняет свое положение и находится у вас в статусе карьеры. Сменится карьера у вас. Но не карьера, статус. Вот меняется статус. Если ты не был гражданином этой страны, ты только место жительства имел, пребывание в этой стране, ты получаешь статус другой. Ты можешь стать гражданином. Тебе могут выдать документ, на основании которого ты уже можешь смело что-то покупать, работать, в общество вливаться. То есть меняется абсолютно статус. И северный узел проходит по этому статусу карьеры,
замужество, женитьба, это тоже, конечно же, смена статуса. Это родителями можете стать, это вы амбициозность, это энергия, это лидерство. То есть вы даже не успеете оглянуться, как-то вот поменял свой статус, ты поменял свой статус. Это могут быть отсеяться люди, которые вас, немножечко как-то раздражали. Они, люди, которые приносили вам только разочарование, люди, которые приносили вам какое-то не развиваться, а застой на месте ты стоял. Они сами от себя вот как-то это все рассеивается, и ты появляешься в другом статусе для самого себя. Душа успокаивается. Это планеты тебя ведут. Вот ты, следуя подсказкам и планетам, ты как-то идешь по этой жизни, не нащупывая, а смело идешь, пользуясь вот этими подсказками и транзитами, которые будут происходить в 2023 году. Ну и, конечно же, подробные транзиты, подробные аспекты, которые будут в этом году. Мы с вами ближе туда к каждому месяцу, каждому событию будем ближе рассматривать и поподробнее рассматривать. А про Сатурн, который поменяет знак, сделаю видео. И, конечно же, Плутон. Плутон у вас в одной из самых сильных позиций будет находиться в том секторе, где самая сильная его позиция, там выходит на поверхность справедливость. А мы с вами знаем, справедливости на свете не бывает. Нет справедливости. Для меня справедливость такой выход из положения, а для другого этот выход не работает. Для него это несправедливость. Поэтому мы не ищем эту справедливость, но она сама нас найдет. Это всегда по Плутону, какая-то расплата приходит, вот ты, кто-то, какой-то тебе долго кто-то тебе держит твой долг, тебе очень долго не отдавал, и когда получаешь по Плутон, остается в секторе, где идет вот эта справедливость, за что-то человек рассчитается с тобой. Вот ты получишь вот эту сатисфакцию, ты получишь удовлетворение. Кто-то тебя обидел когда-то, кто-то очень несправедливо с тобой поступил. Ты при этом ничего не делая, но ты услышишь, что человек либо извинился, сам позвонит извиниться, либо через кого-то скажет: я был несправедлив, я неправильно с ней поступил или с ним поступила, и я хотел бы примириться или просто хотел бы об этом заявить, об этом сказать. То есть вы услышите какие-то вот эти справедливости, которые действительно будут касаться ваших каких-то прежних дел, прежних отношений. Это и рабочие моменты могут быть. Вы услышите, что да, у нас был такой сильный бухгалтер или у нас был такой сильный работник, вот как-то так получилось, это я хотела этого, поставила на его место, и с ним несправедливо так и так. То есть к вам долетит это. Оно уже, может быть, особо не касается, и особо, но тем не менее восторжествует, это восторжествует, и вы будете, душа будет иметь удовлетворение, успокоиться. Итак, я тебя не предам. И это вам поможет сделать. Вы не будете свою душу тревожить и предавать. И в этом вам поможет и Юпитер, и, конечно же, Плутон. Он находится в самой сильной позиции для вас, мои любимые раки. Ну что, мои хорошие, запускаем счастье в 23-й год. Запускаем его все вместе. И, конечно же, все, кто со мной, все равно, несмотря ни на что, станет спокойный, уверенный, счастливый и в любви. Но слышу такие слова, вижу Розану. Конечно же, раки, что? Правильно, мои хорошие, ставлю счастливый лайк. Большое спасибо за поддержку канала. Становитесь спонсорами канала, поддерживайте канал. Спасибо за лайки. Ну и, конечно же, запускаем счастье, которое обязательно крепко будем держать двумя руками в виде любви. Обнимаю вас.